была такая рассылка, и мы ожидали, что будет какой-то такой небольшой информационный бум, что мы перед Кикстартером хотя бы поймем, насколько у нас большая аудитория, проект вольется, когда мы начнем это все. Но вообще был абсолютно голяк, ничего, никто не захотел о нас писать. Все нам говорили, что типа вот выйдете на Kickstarter, тогда давайте присылайте проект, но это уже не вариант, поскольку на Kickstarter нужно с самого начала уже иметь какую-то базу. Ну да, поэтому мы решили, что проще всего будет попытаться найти издателя. Меня всегда интересовала творческая сторона игр. Я много раз пытался научиться рисовать, но как-то, видимо, не мое. Поэтому всегда игры меня привлекали именно стороной, что можно генерировать арт. Именно процедурная генерация, как, например, не взлетевший No Man's Sky, но все-таки разобраться, как устроены планеты, как генерируются существа на этих планетах. Вот именно интересно, что этот контент можно практически, не прилагая каких-то креативных усилий в плане рисования или моделирования, можно генерировать этот арт. Обычно дизайн — это более креативная какая-то индустрия, но как-то плавно это все переросло в то, что ты просто решаешь какую-то отдельную проблему. Скорее за счет не того, что ты создаешь что-то, а просто за счет того, что ты комбинируешь просто какие-то вещи. Просто потому, что люди привыкли так работать. Например, меню в сайте у тебя всегда на всех сайтах одинаковое, просто потому что люди привыкли так работать. Ты не можешь какие-то креативные идеи где-то никак привнести, потому что это только помешает продукту. Очень часто я пропадал по игровым клубам. В общем, это такая зависимость с самого раннего детства, что я очень много времени на это тратил. Жутко учился плохо из-за этого, в общем, да, это было даже проблемой. Ну, лет в 13 я натолкнулся на уроки создания сайтов и подумал, что можно это как-то использовать. Я могу, например, придумать какую-то интерактивную историю и через веб-интерфейс, в общем, добавить этот интерактив. Как и Андрей, я пытался делать какие-то небольшие просто интерактивные сайты, что-то в этом плане. Но из этого ничего не получалось, потому что это это вроде не искусство, которое ты можешь как-то как арт-проект какой-то использовать, и при этом это не сайт, который какую-то пользу принесет. Поэтому это было что-то такое среднее, которое никому не нужно. Да, и плавно я начал переходить к играм. Как-то так получилось, что я особо никогда не хотел ими заниматься. То есть мне с детства нравилось играть в игры, но, не знаю, я никогда не думал, что я буду их разрабатывать, потому что мне казалось это слишком сложным чем-то. Я был вообще без понятия, как это все работает. Очень интересует игры как интерактивный опыт вообще. Как очень отличный пример — это The Path или Graveyard, то есть это какой-то крошечный игровой опыт, в который можно погрузиться, получить какие-то интересные новые ощущения, возможно, какие-то там вещи для себя понять новое. И, в общем, вот именно короткий игровой экспириенс тоже очень важен. Да, самая первая вещь, с которой я был связан, это был мобильный проект, в котором мы просто с друзьями ради веселья пытались придумать, как он будет работать. Просто встречались по вечерам, обсуждали, как это может быть, рисовали какие-то концепты. И в целом это было довольно весело. То есть сам этот основной креативный процесс на раннем доступе, он всегда интересен. Как-то ни во что серьезно это не вылилось, потому что не было какой-то цели четкой. Поэтому я плавно начал переходить к тому, чтобы делать уже самостоятельно какие-то проекты отдельно. Так как с программированием у меня были проблемы, несмотря на то, что я закончил институт и сдал диплом на 4, но я программировать, к сожалению, не научился, нормально программировать. Поэтому мне нужен был обязательно какой-то напарник постоянно. И для каждого последующего проекта, с которым я работал, за который я пытался взяться, по сути, это была просто работа меня и программиста. То есть я просто для каждого проекта пытался найти программиста. Но и обычно это все заканчивалось не очень. То есть, за исключением, наверное, самой первой игры, которая у меня была завершена, это был пиксельный квест, который назывался RoboQuest. Мы его сделали это был конкурс, тогда еще джемов не было, просто это был конкурс за то, чтобы за месяц сделать игру.
годы шли, я начал делать сайты на заказ. В общем, немного отдалился от геймдева. Стал учиться в колледже на веб-разработчика. Потом мне захотелось чего-то большего, я решил заниматься уже программированием более серьезно. Устроился в офис, получил какой-то опыт, но параллельно с работой всегда копался в других игровых движках. В итоге взялся за Unity. Программировал я на C#, поэтому Unity был самым таким лаконичным, самым интересным для меня выбором. Ну и, собственно, несколько лет я разбираюсь с Unity, начал уже писать какие-то статьи, написал пару статей на Хабр, и, собственно, по одной из статей Олег меня и нашел, и мы начали работать над Final Station. Собственно, я так и продолжил. То есть у меня были несколько проектов, которые потом заканчивались неожиданно. То есть иногда были проблемы с программистом, потому что он забивал на проект спустя несколько месяцев. Поэтому мне приходилось просто его бросать в сам проект, потому что искать программиста, чтобы продолжить проект, это гораздо сложнее. Плавно после этого, то есть просто как очередной проект после всех остальных неудач, я взялся за Final Station. И, то есть у меня такие же были ожидания, как и с предыдущими проектами, что типа есть возможность, что у меня получится, но я знаю, что, может быть, из этого опять ничего не выйдет, я просто уберу этот проект куда-то на полку. Вот. Единственное, что изменилось, я в самом начале, когда выбирал проект, подошел чуть более серьезно, то есть это не просто была идея, которая звучит здорово и будет интересно работать над ней. Поэтому, да, чуть-чуть более попытался профессионально подойти к выбору проекта. И, по сути, просто связался с Андреем, я искал программиста. И, по-моему, он был первый человек, которому я написал, я видел его статьи на Хабре, по-моему. И я написал, мы начали работать. По сути, так и началась разработка Final Station. Самая первая вещь, которую мы начали после того, как скооперировались, чтобы работать, мы решили сделать прототип, чтобы точно убедиться, что эта механика будет работать. Потому что симулятор поезда, смешанный с зомби-шутером, то такое... Да мы не думали о прототипе. Мы думали о демке. Хотели сделать демку. По сути, это могла была быть демка точно. То есть, в любом случае, нам надо было протестировать, как это будет работать. Будет ли это вообще интересно и так далее. И планирование проекта в начале, что мы брали какие-то фишки из головы, мы примерно представили, какая у нас должна быть игра в финале, в итоге. И, собственно, мы до этого итогового состояния пытались каждый отдельно момент довести. В итоге все эти моменты мы склеили вместе, в первый раз протестировали спустя много месяцев и выяснили, что нам нужно переделывать кучу всего. То есть это было проделано огромное количество лишней работы, и это ошибка, которую мы не совершим в следующем проекте. Мне очень нравилась манга про поезд, она называлась Galaxy Train. Galaxy Express 999. Он был очень прикольный, потому что там тоже персонаж двигался все время на поезде, просто каждая глава это была отдельная станция, но так как он двигался по планетам, от планеты к планете, то это было прям... Каждая планета разная, каждый раз что-то новое происходит, то есть там ледяная планета, водяная, там он пролетает внутрь планеты, и там находится станция и так далее. То есть самая первая идея, которая у меня была записана в огромном листе с идеями, которые мы, кстати, сегодня будем смотреть, там было просто написано «Игра про поезд». Просто мне нравилась атмосфера, которая есть такая, поездов. В реальности ее не существует, но она такая всегда есть. Просто ощущается. Типа приключения на поезде и так далее. Романтика. Не особо. То есть, да, я хотел что-то в этом плане сделать. И потом я подумал, что да, поезд это здорово, но это особо не продастся, если это просто игра про поезд. И я решил добавить что-то туда совсем необычное, и я добавил туда как раз какой-то постапокалипсис, тематику. Я подумал, как-то может быть все еще оставляя симулятор, то есть, например, игрок может там находить выживших, отвозить припасы и так далее, этим заниматься, то есть в свободной игре. Но потом я подумал, что таким образом я не смогу рассказать никакую историю, потому что это просто симулятор, игра, менеджмент, ты
никакой истории не происходит. Привет, ребята. У меня вопрос по поводу... Что ты смеешься? По поводу поезда. Вот. Насколько сильно по реакции народа, да, он сильно... Ну, потому что я когда играл, да, в демку, то он был раздражающим элементом, да, потому что я читаю книгу, вот, которая постоянно мне иголкой в ребро тыкает, и я не могу ее читать, потому что мне нужно тому подкрутить. Я хотел, чтобы они все сдохли просто, у меня до поезда. Ну ты мог это сделать? Я так и сделал. Я так, конечно. Потому что, ну, как бы, пользы я в них не видел, да, то есть, когда был, ну, для меня, как для игрока, это был раздражающий фактор. И вот как в целом народ воспринял этот поезд? Ну, я просто не знаю, как это выявить. Не как сюжетный элемент, а как геймплейный элемент, что нужно постоянно носиться и подкручивать винты, что ли. Ну, просто из того фидбэка, который мы читали, то есть, я опять же не могу судить по людям, которые не оставили фидбэк, я не знаю, какие были ощущения. То есть, по тем, кто оставил фидбэк, было много именно предложений о том, что нужно как-то эту систему переработать, потому что, да, неудобно читать и так далее. Но проблема была скорее в том, что, то есть, большинство того, что мы получали, было о том, что мы хотим читать, но нас, да, ну, я не знаю, у нас просто это максимум, который мы могли сделать. То есть до вот те системы, которые мы до этого 2,5 года переделывали, меняли и так далее, они были в 100 раз хуже. Ну, это в конце концов получился как бы лучший вариант из того, что было доступно. Да, это, к сожалению, лучше. Было много проблем с тем, что слишком репетативный геймплей, нам пришлось его максимально разнообразить. в этом Да, плане. там была проблема с тем, что у нас вначале нужно было, основная механика на поезде, это нужно было носить уголь. Заправлять поезд, и это беготня постоянная между углем и этим печкой. Да, то Который есть у постоянно тебя стоит. получается, там, я не знаю, ты от начала игры до конца игры, ты просто делаешь одно и то же, и это вообще неинтересно абсолютно. Поэтому у нас была куча, ну, то есть мы просто пытались что-то свое придумать, и из этого у нас получился геймплей. Поэтому, я не знаю, у нас, ну, игру часто пытаются сравнивать, ну, как вообще все игры пытаются сравнивать с другими играми. У нас чаще всего нашу игру сравнивали с FTL, и я, честно говоря, ну, мне трудно сказать почему. Были сравнения с World of Mine из-за начальных концептов о том, что мы тоже берем пассажиров, и тоже мы решаем, оставить их или не оставить, как с ними поступать. Но у нас тоже мы довольно далеко от этого ушли в другую сторону. У нас уже был готовый билд, его просто нужно было начинать рассылать. И мы пытались сами это сделать, потому как, ну, я думал, что формула сработает насчет того, что, ну, этот геймплей может кого-то заинтересовать, типа, мы совмещаем симулятор поезда и зомби-шутер, и там может кто-то на нас обратит внимание, но в итоге нас вообще никто не обратил внимания. Мы сначала думали выходить на Kickstarter, но так как поняли, что так как от нас никто не пишет, то есть нам ответил из всей прессы только Rock Paper Shotgun, они нам написали, типа, мы вас напишем, если вы будете выходить на Kickstarter, все, больше никто. Единственное, что мне нравилось читать, это научную фантастику, и чаще всего это были именно Стругацкие, у нас дома было несколько книжек. Я начал искать какие-то упоминания, в принципе, ну, на каком уровне они воспринимаются у нас в России, именно по статусу. Я надеялся найти хоть какие-нибудь там упоминания, может, есть какие-то памятники Стругацким, потому что для меня это было что-то супер важное, то есть мне казалось, что они делают прям какие-то супер важные вещи. Но я ничего не нашел, ни памятников, ничего прочего, меня это очень удивило, и я поэтому решил добавить один из них в игру, просто чтобы было какое-то место, где этот памятник будет существовать. Я связал это с сюжетом, но в целом это именно такая просто, не знаю, дань уважения от меня этим авторам. Мне очень нравится, как они работают, в частности, в «Пикнике на обочине» с сюжетом, с миром, с таким ограниченным полем зрения для игрока, то есть они помещают его в такую шкуру человека, который просто живет в этом мире. Они не рассказывают какие-то предыстории, они не делают там какие-то, не разжевывают все детали, они просто пытаются показать естественные, просто какую-то естественную жизнь людей. Сейчас мы работаем над DLC сюжетным. Это будет история о тех же самых событиях, которые были в основной игре, но рассказанные от лица другого персонажа. И мы немного переработали геймплей,
Мы хотели сильно, чтобы игра очень сильно отличалась от основной, потому что я не вижу смысла делать то же самое, но что-то там менять или добавлять просто новые уровни и все. То есть мне хочется сделать прям, что просто DLC сильно отличалось от того, чтобы это были какие-то новые вещи для игроков, которым игра уже понравилась. Плюс новые детали истории, которые им помогут. В общем, в январе мы хотим приступить к работе над новой игрой. Нам нечего ждать, собственно. Пока насчет нее я ничего не могу сказать. Страницы, да, но руки уже чешутся. Просто нужно много протестировать и четко решить, что мы будем делать именно эту вещь.